Приветствую всех на своем канале, меня зовут Анна, это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Сегодня мы с вами начинаем вязать платьюшко на круглой кокетке для наших с вами куколок размера 42 сантиметра для наших Лоренсов. Значит, предыдущее платье я вязала с пряжи карамелька, обещала вам найти, показать моточек. Это старый моточек, совсем не знаю, есть сейчас эта пряжа в продаже или нет, по-моему, однотонная точно есть. Здесь у нас на 50 грамм 175 метров. Это стопроцентный акрил. Вязала я, брала спицы номер 2 и вязала на двойке. Вот. Но сейчас в этой модельке я возьму пряжу Белла на 50 грамм, здесь 180 метров. Это 50-граммовые моточки. В принципе, есть то же самое и 100-граммовые. У меня вот такой моточек, но номер цвета не скажу, этикетка не сохранилась, но я думаю, что на одно платье мне этого мотка будет вполне достаточно. Итак, берем спицу номер 2. Для работы нам понадобится пряжа. Набираем 36 петель, вяжем установочный ряд лицевыми петлями и встречаемся и будем с вами распределять петли для вязания кокетки. Так, провязали и начинаем распределять петли. Значит, так как у нас круглая кокетка, конечно же, у нас не будет с вами петель реглана. Значит, первую петельку мы с вами снимаем. Далее вяжем 3 петли планки. 3. Вязать планку будем всегда лицевой, платочной вязкой, то есть всегда лицевыми петлями. Далее сразу же после установочного ряда делаем расширение, наше первое прибавление для расширения круглой кокетки. Значит, вяжем следующим образом. Провязываем первую лицевую, делаем накид. Лицевая, накид, лицевая, накид. И так до конца ряда. Вот мы с вами дошли до конца ряда. Осталось провязать, получается, у нас 4 последние петли, да, и кромочная. Значит, делаем накид, лицевая, и дальше вяжем 3 петли планки. И при этом здесь провяжем отверстие под пуговички. Получается, провязать надо будет 2 вместе, лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и кромочная. Изнаночный ряд, я думаю, будете вязать самостоятельно. Все накиды провязываем открытые, вяжем изнаночной петлей, все, кроме планки. Планку также провязываем лицевыми петлями. Далее нам с вами нужно будет провязать 2 ряда платочной вязкой, то есть планки будем вязать, да, платочной вязкой, и здесь тоже основное полотно тоже будем вязать платочной вязкой. Значит, нам надо провязать будет 2 ряда чисто лицевыми петлями. По лицевой стороне лицевыми и с изнаночной стороны тоже лицевыми. И встречаемся. Далее мы с вами вяжем 2 ряда лицевой гладью. То есть в лицевом ряду лицевые петли и в изнаночном ряду тоже изнаночные петли. Планку продолжаем вязать платочной вязкой. Сейчас нам надо будет сделать еще одну прибавку по кругу. Только мы будем прибавлять после каждой второй петли. Первую петелечку снимаем. Далее у нас получается 3 петли планки. Далее вяжем 2 лицевые, делаем накид. Опять 2 лицевые, делаем накид. 2 лицевые, накид. 2 лицевые, накид. И так провязываем до конца ряда. В конце ряда перед планкой у вас останется здесь 3 лицевые. Вы сделаете накид, потом провязываете 3 лицевые и провязываете планку. Не надо здесь делать накид и потом 1 лицевую. Вот, а изнаночные петли провязывайте по рисунку. И, как обычно, накиды мы с вами будем провязывать открытыми, чтобы у нас вот такие были ажурные отверстия. Так, провязали. Следующие 2 ряда мы с вами вяжем опять платочной вязкой, то есть в лицевом ряду вяжем лицевыми петлями, в изнаночном ряду тоже вяжем изнаночными петлями, для того, чтобы у нас вот такая вот дорожечка образовалась. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Так, провязали. Уже вот так вот у нас получается. Видна у нас наша круглая кокетка.
Далее нам надо будет провязать 2 ряда лицевой глади. Планку вяжем платочной гладью, ну, платочной вязкой, вернее. Вот, и провязываем лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями. И потом будем делать с вами еще одно расширение. Вот, ну, последнее расширение для круглой кокетки. Так, сейчас будем делать последнюю прибавку. Расширение последнее наше для круглой кокетки. Значит, провязываем 3 петли планки. Далее делаем накиды после каждой 4 петли. 1, 2, 3, 4 накид. 1, 2, 3, 4 накид. 1, 2, 3, 4 накид. И так до конца ряда. Потом у вас здесь останется вместо 4 5 лицевых петель. Вы сделаете накид, провяжете 5 лицевых петель, а потом провяжете петли планки. Значит, изнаночный ряд вяжете по узору, накиды провязываем открытыми, чтобы у нас было вот такие ажурные дырочки. Итак, нам с вами нужно сейчас провязать еще 2 ряда платочной вязкой. То есть в лицевом ряду вы будете вязать лицевые петли, в изнаночном ряду тоже будете вязать лицевые петли. И после этого будем уже отделять рукава. Все провязали. Если вы все делали, как я вам говорила, то у вас должны вот такие 3 бороздки быть. И у нас должно быть 3 с вами прибавления. Так, сейчас будем отделять рукава, закрывать сразу петельки. И в конце этого ряда на планке сделаем отверстие под пуговичку. Будем разделять следующим образом. Первая кромочная снимаем, 3 петли планки, провязываем 3 лицевые. Далее вяжем лицевыми 15 петель. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Далее надо нам закрыть для рукава 22 петли. Закрывать будем изнаночными петлями. То есть вот провязываем изнанка, 1, и протягиваем. 1, 2, 3. Закрываем 22 петли. Закрыли 22 петли. Далее провязываем 26 лицевых. У нас с вами вот одна есть, да, петля, то есть 1 и плюс 25. Получается 1, 2, 3, 4, 5. Итак, провязываем 25 лицевых. Провязали 26 петель. Опять надо с вами закрыть 22 петли изнаночными петлями. Закрываем не как обычно лицевыми, а изнанкой. Давайте закроем 22 петли. Подключусь потом к вам. Так, закрыли, провязали до планки, и в этом ряду, как я говорила, делаем отверстие под пуговичку. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, лицевая, изнаночная, кромочная. Так, в изнаночном ряду все петли провязываем по рисунку, накид провязываем изнаночной. Здесь не делаем никаких прибавлений, просто провязываем все вместе вот так вот. Просто все вместе соединяем и встречаемся в лицевом ряду. Ну вот, связали кокетку. Уже вот можно примерить на куколку. Смотрите, все село очень хорошо, все прям ровненько. Значит, сейчас, девочки, провязываем 4 ряда лицевой глади, то есть в лицевых вяжем лицевыми петлями, в изнаночных рядах вяжем изнаночными петлями. И будем с вами далее вязать уже расширение по юбочке. Так, провязали. Сейчас будем формировать наши клинышки, так сказать, расширение. Первая петля снимаем, кромочная. Далее вяжем 3 лицевые, планка. Далее вяжем 5 лицевых. Делаем накид, лицевая, накид. Далее провязываем 17 лицевых. Делаем накид,
лицевая, накид. Далее провязываем 8 лицевых. 6, 7. Делаем накид, лицевая, накид. Далее провязываем 17 лицевых. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Делаем накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 5 лицевых, и остается провязать 3 петли планки и кромочная. В изнаночных рядах петли вяжем по рисунку, накиды провязываем открытыми. Провязали, вот так вот должно получиться. Сейчас вяжем 2 ряда лицевой глади и далее опять делаем прибавку. Я скажу вам как. И сейчас нам нужно будет делать прибавки вот относительно всегда вот этой петли. Чтобы вам было более понятно, я вам покажу вот на этом платьишке. Видно, да? Смотрите, у нас идет здесь центральная петля, и относительно ее мы делаем прибавки перед петлей и после. И после этого провязываем, после прибавки, значит, в изнаночном ряду провязываем все петли по рисунку. Далее вяжем 2 ряда лицевой глади, потом опять в лицевом ряду делаем прибавки. И таким образом вы сами регулируете ширину полотна и длину платья тоже сами регулируете. Если хотите покороче, как туничку, можете покороче, да, сделать ее. Если хотите еще подлиннее, то можете вот эти вот расширения делать уже побольше. Я, в свою очередь, буду делать 13 прибавлений. После этого я к вам подключусь и покажу, как мы будем закрывать петли дальше. Ну вот, провязали мы необходимую нам высоту, да, длину платьишка. Значит, для уже завершения работы мы провяжем с вами еще 4 ряда платочной вязкой, и после этого закроем петли. Закрывать петли тоже рекомендую изнаночными, как мы вот здесь с вами, да, на рукавчиках закрывали, изнаночными петлями, тогда краешек вообще не будет закручиваться. Все, давайте это довяжем и покажем. Я покажу вам свой результат. Ну все, наше платье готово. Вот так вот у вас должна получиться обработка края. Можно сейчас, что нужно? Можно постирать или отпарить, если вы вяжете с такой же, да, полусхлопка пряжки. Ну, пришить пуговички, все, и радовать этим сарафанчиком нашу куколку. Все, всем спасибо, кто со мной вязал. Я надеюсь, у вас все получилось. Все, до следующих подключений. Вот девчонки стоят в своих платьях. Первое платьишко, да, я как говорила, связано с карамельки пряжа. Вот оно. А второе у нас платьишко связано с Беллой. С Беллой Батик. Оба получились очень даже симпатичные. На этом все. Вяжите с удовольствием.